Всем привет! Никому не секрет, что совсем скоро знаменитая компания Poco представит очень интересный смартфон под названием Poco F4. Напоминаю, на МВЦ 2022 года мы получили два достаточно интересных гаджета. Это Poco X4 Pro, а также Poco M4 Pro 4G. Первый гаджет является преемником Poco X3 Pro. Он является лучшим смартфоном года, если учитывать соотношение цены и качества. Второй гаджет — это бюджетный вариант с AMOLED-дисплеем, тройной основной камерой и аккумулятором, работающим в течение всего дня, что является большим плюсом. Это все, конечно же, хорошо, но стоит отметить, что уже сегодня известны практически все технические характеристики зверя, а именно Poco F4. Это модель среднего уровня для тех, кто ценит компактные смартфоны. Но до сих пор мы не знали, как будет выглядеть Poco F4. И вот сегодня очень известный, авторитетный источник опубликовал живые фото перспективного Poco F4. Первое, что бросается в глаза, это исполнение камеры. Ее внешний вид мы совсем недавно видели в смартфонах компании Redmi. Это, можно сказать, одно и то же. Также имеется надпись, указывающая на то, что разрешение основного датчика будет 64 мегапикселя. Ранее в сети появились данные, что Poco F4 должен стать клоном Redmi K40S. Но по камере мы понимаем, что это не совсем так. А теперь поподробнее. С вами канал Первый Обзор. Поехали! Минуточку внимания. Я напоминаю, что сейчас на данный момент я полностью перехожу с YouTube в Яндекс.Дзен. Подпишитесь, кому нравится мое творчество, на меня в Яндекс.Дзен. Почему? Потому что там будут выходить ролики регулярно. И там вы будете получать всегда свежие новости. Почему я перехожу на Яндекс.Дзен? Потому что YouTube не платит нам. То есть действительно уже тяжело многим блогерам вести свой YouTube канал. Почему? Потому что нет денег. Вот такие дела. Кому нравится мое творчество, спасибо вам за подписку. По имеющимся сейчас данным, Poco F4 будет комплектоваться блоком с тремя тыльными камерами на 64, 13 сверхширокоугольная камера и 5 мегапиксель телемакро, а также 32-мегапиксельным сенсором для селфи. 64-мегапиксельный сенсор основной выступает OmniVision OV64B. В модуле с ним будет и система оптической стабилизации изображения. В датчике нашла применение фирменная технология объемной компоновки PureCell+. Датчик обеспечивает фотосъемку и съемку видео в 4К с электронной стабилизацией изображения, а также съемку видео в 8К с частотой 30 кадров в секунду. При разрешении 1080p кадровая частота достигает 240 кадров в секунду. При разрешении 720p 480 кадров в секунду. В условиях низкой освещенности можно использовать биннинг, объединяя пиксели по 4 и получая изображение разрешением 16 мегапикселей. Также смартфону Poco F4 приписывают систему от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 870. На мой взгляд, это очень странное решение. Компании поставить устарелый, можно так сказать, процессор в новом гаджете. Я понимаю, что это 8-ядерный чипсет, который был анонсирован 19 января 2021 года, и изготавливается он по 7-нанометровому техпроцессу. Он имеет одно ядро Creo 585 Prime Cortex A77 на 3.2, 3 ядра Creo 585 Gold Cortex A77 на 2.4 и 4 ядра Creo 585 Silver Cortex A55 на 1.8 ГГц. Но все же, хотелось бы получить что-то помощнее. Также стоит отметить, что смартфон Poco F4 будет очень компактным. Ему приписан экран диагональю 6,67 дюйма. Гаджет не будет столь компактным, как недавно представленный Samsung Galaxy S22. По размерам мы получим примерно смартфон Xiaomi 12. Экран будет с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2400 на 1080 точек. Дисплей занимает почти 87% лицевой поверхности
скорости, и защищен он будет стеклом Gorilla Glass 5-го поколения. Тыльная панель должна быть изготовлена из пластика и на выбор предложит 4 расцветки: белая, черная, синяя и зеленая. Процессор будет работать в паре оперативной памяти LPDDR5 6, 8 или 12 гигабайт. В режиме активной работы энергопотребление смартфона с новой памятью снижается примерно на 10%. В режиме сна дела обстоят еще лучше благодаря новому режиму глубокого сна, который гарантирует, что LPDDR5 потребляет на 40% меньше энергии в режиме ожидания по сравнению с LPDDR4X. Своей флеш-памяти будет 128 гигабайт. Ну, не исключено, что будет, конечно же, и 256 гигабайт. UFS 3.1. Напоминаю, эта модификация добавляет энергонезависимый буфер NAND, нужный для увеличения скорости записи, а также функцию, помогающую переводить накопитель в режим сна. Также накопитель может информировать другие комплектующие о тротлинге, что позволяет системе оптимизировать производительность при перегреве. Аккумулятор установят емкостью 4520 мАч. Также, напоминаю, в качестве операционной системы выступит Android 12 с интерфейсом MIUI 13 из коробки. Напоминаю, основные фишки оболочки — это кастомизация внешнего вида, новый фирменный шрифт и обои, новая анимация и виджеты, качественный виброотклик, технология Turbo 2.0, повышенная конфиденциальность. Также, напоминаю, есть расширение оперативной памяти, чего вообще ждали миллионы фанатов, а также простых пользователей. Также в данной оболочке есть функция MIUI Plus для планшетов, правда, технология Focus Computing 2.0, улучшенная энергоэффективность, функции Mi Magic Center и MIUI Family и многое другое. Ну что же, ребята, я вообще напоминаю, что с каждым годом компания Poco удивляет своих фанатов, а также простых пользователей. Самое главное, что мы получаем достаточно неплохое решение за небольшие деньги. Это очень важно, потому что технические характеристики всех почти смартфонов от компаний Poco, Xiaomi, Redmi удивляют. Если брать стоимость данных гаджетов, ну, Poco F4 будет стоить, я не знаю сколько. Кстати, напишите в комментариях, какое у вас предположение есть, сколько будет стоить данный смартфон. Но вы должны понимать, что мы тут получаем достаточно неплохие технические характеристики. Да, это не топовые характеристики, но данный смартфон не будет стоить дорого. Во-вторых, мы получаем достаточно неплохой экран. Очень хорошее решение на данный момент. Да, это компактный смартфон, если сейчас можно так сказать, потому что лет так 5 назад смартфон, который имеет диагональ экрана 5,5 дюймов, считался вообще лопатой, его вообще нельзя было куда-то брать с собой в карманы или так далее, он действительно был большой. Вот такие дела. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.